Макияж Анджелина Джоли, шикарный макияж. Сегодня будем делать. Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня я вам предлагаю сделать макияж Анджелина Джоли. Конечно, тот макияж, который сегодня вы будете вместе со мной делать, основан на тех тонкостях и секретах, которые использует Анджелина Джоли, когда делает свои макияжи. И всем, конечно, приятно, и все восхищаются ее макияжем, и ее внешним образом, ее лицом, ее цветом лица, огромными глазами и красивыми губами. Поэтому, мои дорогие друзья, я надеюсь, что видео вам понравится. Я надеюсь, что вы примете какие-то секреты, которые я вам сегодня раскрою. Поэтому, мои дорогие, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. И, мои дорогие, давайте приступим к самому макияжу. Сразу убираю волосы. И, конечно, если вы не обладательница той формы лица, которая есть у Анджелины Джоли, будем поправлять и будем, конечно, визуально приближать свою форму лица, свою форму глаз, губ к идеальной форме Анджелина Джоли. Я покажу, как это сделать с помощью простых приемчиков, очень легко и просто. И первое, что нужно делать, это, конечно, нужно подготовить свою кожу. В ежедневном макияже я использую другой порядок для нанесения макияжа. Сегодня я буду делать сначала скульптурирование лица. И, конечно, если вы видели фотографии Анджелины Джоли, вы могли заметить, что Анджелина Джоли имеет кожу хорошо структурированную, структура кожи видны мелкие поры, виден легкий естественный блеск, и это, конечно, дает такой естественный довольно-таки эффект. Поэтому тональную основу я выбираю легкую. Я нанесла уже тональный крем, тональную основу. Тональная основа более светлого оттенка, чем мой основной тон кожи, потому что скульптурирование сегодня будет сложно довольно-таки. И, конечно, Анджелина Джоли в своих макияжах использует натуральные оттенки, поэтому палетку буду использовать сегодня вот такую, в коричневых тонах. Меня именно интересуют вот эти вот оттенки, бежевые, природные, натуральные оттенки. В основу приступаем к скульптурированию. И первое, что я буду делать, и, конечно, я займусь высветлением именно тех участков, которые Анджелина Джоли старается тоже высветить. Буду я это делать с помощью светлого оттенка из этой палетки. Буду высветлять Т-зону. И так как у Анджелины Джоли очень широко посажены сами брови, я буду слегка расширять именно вот эту вот область путем нанесения более светлой пудры именно вот на этот участок. Буду высветлять Т-зону, так как у Анджелины Джоли слегка коротковатый нос и широкий нос. Именно вот за счет эффекта высветления спинки носа далеко не заходите на кончик носа, не нужно этого делать. Следующее, что я буду высветлять верхнюю губу. И вот непосредственно ту часть, которую я буду скульптурировать с темным оттенком, непосредственно под этой частью я буду высветлять. Вот за счет подобных эффектов именно форма лица моя будет приближена к форме лица Анджелины Джоли. Теперь это все растушевываем мягкой кисточкой. И плавно переходим именно к скульптурированию самих скул. И я буду проводить именно вот эту полосочку, исходя вот с этой части, просто даже не доводя ее до самой щеки. Это, конечно, все растушую. И все это будет более сглаженно выглядеть. Как вы заметили, я перед каждым нанесением последующего какого-то оттенка, вот то, что я нанесла, я растушевываю. Если вы будете сначала все наносить, а потом все растушевывать, то получится мазня. Нам этого не нужно эффекта. Поэтому я все-таки придерживаюсь того правила, что сначала нанесли, растушевали, потом следующий слой нанесли, растушевали. Эффект будет более естественным. Теперь беру я более светлый оттенок.
И растушевку делаю именно разнося вот этот вот цвет. По ходу дела, конечно, коррекции разные будем делать. Я это тоже буду так слегка затемнять. Как видите, тот светлый оттенок, который я нанесла фоном, он практически становится незаметным. И вот те переходы светлый, темный оттенок, конечно, они становятся более сглаженными. У Анджелины Джоли, как я уже сказала, очень большие глаза и подчеркнута миндалевидная форма, поэтому по росту волос тоже я вот циферку 3 вот такую не забываю ставить, чтобы коррекция именно сама была очень четкая. Коррекция носа, конечно, всем известна, ни для кого не загадка, не секрет, как делать коррекцию носа, но все зависит от ваших индивидуальных особенностей, поэтому я буду делать вот такую вещь, я буду сам кончик носа делать еще более острым. У меня нос не картошка, у меня кончик довольно-таки нормальный, не широкий, естественной нормальной формы нос, но буду я его слегка заострять, потому что у Анджелины Джоли форма лица более худая, и сам кончик я делать буду более острым и переходящим именно вот из такой формы. Для того, чтобы все это было, вернее, чтобы не имело таких резких переходов, конечно, все это я немножко сглаживаю. И крылья носа сделаю. Когда в макияжах делают крылья носа темные, это лишь усиливает акцент, да, как я уже говорила. Поэтому, чтобы сделать вот остреньким носик и носогубную складку немножко сгладить, все, я вот это вот убираю. Я думаю, что, девчонки, вы видели, что Анджелина Джоли практически не пользуется румянами. Если это не касается каких-то супер там ковровых дорожек, то вы видели, что практически румян у нее нет на лице. И вот тот эффект перехода от светлого оттенка к скульптурированию четкому, он как бы и дает вот этот эффект естественного цвета и естественного румянца. Анджелина Джоли не пользуется активно хайлайтерами, поэтому я в качестве хайлайтера возьму вот такой вот розовый, очень нежный оттенок пудры с блеском. И вот эта пудра немножко даст эффекта свечения, естественного, довольно-таки естественное свечение будет. И эффект, как будто пудры практически нет, и практически нет там румян, да, вот такого яркого нанесения. Ну вот, собственно говоря, закончили со скульптурированием. И давайте приступим к оформлению глаз, к макияжу глаз. Глаза Анджелина Джоли делает миндалевидной формой. На всех фотографиях практически я вижу эти четкие стрелки, но секрет этих четких стрелок состоит, конечно, в том, что она и прокрашивает межресничное пространство. Конечно, эффект накладных ресниц тоже часто присутствует у нее, поэтому перед тем, как сделать вот эту вот четкую стрелку, я все-таки прокрашу межресничное пространство, чтобы сделать именно вот глаз визуально более таким подчеркнутым, выдержанным, четко, да, но само прокрашивание межресничного пространства я не буду заканчивать прям на внешнем уголке глаза, я хорошо прорисую именно центральную и внутреннюю часть глаза верхнего века, межресничное пространство, и вот такой вот эффект будет. Прорисовали межресничное пространство, но перед тем, как сделать четкий контур стрелки, я все-таки нанесу тени на сам контур глаз, для того, чтобы подчеркнуть именно само положение, саму вот эту вот косточку. Как я уже сказала, Анджелина Джоли пользуется только какими-то натуральными оттенками. Буду наносить вот такой светло-бежевый оттенок на верхнее веко.
саму косточку прорисовываю. И чтобы придать оттенок натуральный веку, я сделаю перед тем, как буду рисовать стрелочку. Как видите, тени я наношу перед стрелочкой, для того, чтобы видеть, что тут происходит. Слегка вот так вот. Но тени Анджелина Джоли не любит вот активных оттенков. Она любит оттенки природные, слегка бежевого цвета, немножко, может быть, блеска, но по ходу дела тоже разберемся. Я сначала прорисую стрелку. Стрелочку начинаю рисовать именно вот от внешнего уголка. И стрелка будет переходить на центральную часть верхнего века, сливаясь с основным цветом. Рисовали стрелку. Стрелку я начинала рисовать, как вы видите, с внешнего уголка глаза, доходя до середины, и по встречной линии от центральной части верхнего века тоже слегка прорисовала, чтобы именно вот эта миндалевидная форма была более подчеркнутой, более выраженной. Второй глаз то же самое делаю. То есть опять-таки беру светлый оттенок, вот с таким желтоватым, что ли, оттенком, да, более светлый. И под самой стрелочкой буду наносить такой более светлый оттенок. Что касается верхнего века, буду также на нем делать акцент. Как я уже сказала, Анджелина Джоли не любит каких-то цветовых акцентов, поэтому буду наносить именно вот этот вот светлый, самый светлый оттенок на центральную часть верхнего века. Такой эффект интересный, да? Получается, все это разглаживаю. И, конечно, Анджелина Джоли любит накладные реснички, и те эффекты, те макияжи, и те фотографии, которые я видела, у нее с наклеенными ресницами. Я не буду наклеивать ресницы, но я покажу, как в технике именно, и как сделать эффект именно вот таких наклеенных густых ресниц с помощью обычной туши. Тушь наношу я движениями горизонтальными, слегка продвигаюсь в сторону и вверх. То есть я буду наносить тушь очень активно, начиная от корней ресниц. Вот за счет того, что я сделала прокрашивание межресничного пространства, эффект накладных ресниц, эффект именно густых ресниц будет таки. И сами реснички делаю по направлению в сторону и вверх. Чтобы сделать эффект густых ресниц, я их слегка подзавиваю. Вот такой лайфхак, я думаю, что вам тоже пригодится для того, чтобы сделать именно эффект завитых длинных ресниц, как будто бы они наклеены, как будто они очень густые, очень длинные. И вот таким образом до легкого подсыхания туши я слегка подзавиваю реснички, затем прокрашиваю следующий глаз и делаю тот же самый эффект, тоже горизонтальными такими движениями продвигаю. Тот же самый трюк с подкручиванием ресниц без вреда. И немного прокрашу нижние ресницы, тоже в направлении в сторону, ну и вниз получается. Для того, чтобы глаза сделать более широкими, я буду прокрашивать именно слизистую на нижнем веке. Беру хайлайтер. Именно хайлайтер должен быть не белый, а опять-таки вот такого розового жемчужного цвета. И прокрашу именно слизистую. Мои дорогие, приступим к бровям. Конечно, брови у Анджелины Джоли расположены очень далеко друг от друга, поэтому акцент буду делать на сам хвостик. Хвостик не буду высоко поднимать. Как видите, форма бровей у Анджелины Джоли тоже такая специфическая, да, не такая, как у меня, поэтому тот акцент, который я делаю в обычных своих макияжах, я не буду использовать, а именно вот начинать буду с той линии, где у Анджелины Джоли находятся брови.
а именно этот эффект буду делать вот таким образом. Не буду так высоко поднимать, и эффект будет такой, как бровь более прямая, что ли, да. И как видите, у Анджелины Джоли во всех макияжах нет эффекта акцента конкретно на бровях, поэтому немножко я буду свои натуральные вот эти особенности сглаживать. То, что обычно я в своих макияжах подчеркивала, в макияже Анджелины Джоли я буду немножко делать приглушенными, да, я не буду на них акцентировать именно внимание. Ну, вот таким вот образом. И, конечно же, все это нужно обязательно растушевать. Естественно, вот в таком виде оставлять никак нельзя. Сглажу. Как видите, в макияжах Анджелины Джоли нет эффекта вот таких широких бровей, да, либо акцентных каких-то бровей. Брови лишь обрамляют форму глаза, да, это как окантовка для глаз. Вот так, думаю, будет достаточно. Не вывожу я очень близко к носовой перегородке, а именно заканчиваю вот в той части, где и у Анджелины Джоли. В глазах также светлым вот таким оттенком буду делать линию. Главное, чтобы именно вот те оттенки в тенях, которые используете, не были шиммерными. Без блеска, было все более естественно, было все, конечно, более натурально. И перед тем, как давайте приступим к макияжу губ, конечно, форма губ у Анджелины просто идеальная, просто фееричная. И, конечно, многие женщины стремятся к этой форме. Особенность губ Анджелины Джоли в том, что верхняя губа у нее очень далеко посажена именно по слизистой оболочке. Нет, есть четкое очертание контура губ. И, в общем, сегодня мы будем этого добиваться такими способами, о которых, возможно, вы еще не знаете, но сейчас узнаете. Контур губ я буду делать с помощью теней. И вот этот вот эффект натуральности, который Анджелина Джоли использует, это, конечно... И перед тем, как сделать форму губ Анджелины Джоли, нужно обязательно выровнять свой контур губ. Я это буду делать светлым оттенком. Я перед нанесением макияжа, да, и в момент скульптурирования лица наносила белый оттенок именно на верхнюю часть губы. Теперь я буду убирать именно сам контур и делать его менее четким. Нижнюю часть то же самое. Буду брать вот такой вот нюд. То, что касается нюдовых, коричневых оттенков, натуральных каких-то природных оттенков, я использовала в макияже глаз. Этот же оттенок буду использовать и в макияже губ. Первым делом я буду прорисовывать контур губ. Контур губ буду прорисовывать, выходя за свой естественный контур. Вот такой эффект получился. Для того, чтобы верхнюю губу сделать еще более высокой, что ли, еще более объемной, буду использовать вот такой трюк тоже. Девчонки, посмотрите, возможно, кому-то он тоже пригодится. Вот на саму нанесенную помаду я выбираю оттенок вот такой, приближенный к натуральному. Можно какие-то оттенки даже смешивать. И буду прорисовывать вот верхний вот этот вот хвостик. Не хвостик, а верхнюю вот эту перегородочку. Буду рисовать сам контур. Нижнюю губу прорисовывать я начинаю с центральной части, именно затемняя вот область под самой губой. Есть вот такая маленькая центральная шишечка на губах, и я ее затемняю. Такими вбивающими движениями я это все вбиваю. Я беру вот такой хайлайтер, прям чуть-чуть, и наношу именно на центральную часть хайлайтера. И на центральную часть немного наношу именно хайлайтер и так растираю по центральной части губы. Также
наношу. Поэтому для того, чтобы вот эффект живой кожи, здоровый, да, здоровый блеск, я буду использовать вот такую пудру, рисовая пудра, которая подстраивается под оттенок кожи. Она будет придавать только свежести. В ежедневном макияже я не использую эту пудру. Буду наносить именно вот по Т-зоне, о чем я говорила, чтобы эффект натуральной кожи был все-таки, чтобы он все-таки был. Практически макияж готов. Макияж Анджелина Джоли, мои дорогие, я надеюсь, вам понравился, я надеюсь, вам тоже удастся сделать что-то подобное. И, конечно, это не полная копия скульптурирования, и я не пыталась сделать лицо Анджелина Джоли. Я показала те приемы, те способы, которые помогут сделать глаза более выразительными, носик более тоненьким, скулы более высокими, губки более пухлыми. Я думаю, что если вы воспользуетесь именно вот этими секретами, и вы в свой ежедневный макияж привнесете вот эти вот лайфхаки, эти секреты, я думаю, что ваш макияж станет более живым, более естественным, и более идеальная форма лица вам все-таки обеспечена и гарантирована. Мои дорогие друзья, напишите, пожалуйста, понравился ли вам этот макияж, делали ли вы этот макияж, попробовали вы поэкспериментировать с помощью этих секретов Анджелины Джоли, возможно, у вас что-то получилось, что-то не получилось. Пожалуйста, напишите обязательно об этом в комментариях под видео. Я читаю абсолютно все комментарии. Конечно, если какие-то замечания, дополнения к сегодняшнему моему макияжу у вас есть, тоже я буду очень вам за это признательна. Те, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Те, кто на колокольчик не нажимал, нажимайте для того, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале и быть в курсе каких-то новинок, секретов, советов, все, чем я делюсь с вами, мои дорогие зрители. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.